Данил, было понятно заранее, что играть с Лоренцо на грунте в его нынешней форме будет очень тяжело. Но давай начнем с конца. Расскажи о последнем гейме, до и после остановки игры. Вы там продолжали играть, хоть лил сильный дождь. Да, на самом деле, ну, во-первых, до того, то есть он пошел дождь сильно, может быть, где-то на Б-15. И я как бы видел, что он не хочет продолжать, он, наверное, хотел завершить матч, постараться до дождя. А подавать в дождь тяжелее, поэтому я такой, окей, давай попробуем. И в итоге он выиграл это очко на по 30, почти подал двойную, потому что когда мяч в глаза льет, дождь в глаза льет, поэтому я не хотел останавливаться, но там уже сильный дождь пошел, поэтому обидно, что это очко на по 30 не взял. Ну, вообще матч обидный, потому что он с одной стороны близкий, с другой стороны он, я считаю, все равно был лучше, но как бы не всегда в теннисе и в спорте побеждает лучший, поэтому обидно. И то, что была эта остановка, еще обиднее, потому что веришь, как спортсмен, веришь в камбэк, веришь, что одно очко может решить исход матча, и в итоге это очко я проиграл, и поэтому еще обиднее, мне бы не было так обидно, если бы я проиграл этот матч полностью сразу. Вернуться на корт спустя столько часов, чтобы доиграть матчбол, это, наверное, было очень странно. Как ты к этому готовился? Да, нас еще переносили, то есть сначала там одно время назвали, потом еще полчаса, еще полчаса, еще полчаса. Дождь, поэтому разминался физически, я не знаю, что делал Лоренцо, но я думаю, то же самое, потому что один раз мы уже почти начали идти на корт, и там вроде даже, я слышал, град пошел. Поэтому просто разминались физически, старался все равно настраиваться, потому что, как я говорю, там одно очко может решить исход поединка, счет был близкий. И не получилось. И, наверное, в каком-то смысле, я считаю, легче играть этот матчбол, когда он у тебя, чем против. Потому что против, я считаю, что не мог себе позволить, скажем так, пойти ва-банк, то есть играть наотмашь, потому что не простил бы себе, что нужно дать ему сыграть на матчболе. А у него как раз-таки этот матчбол потом ровный, и он может дать себе ударить со всей силы, попробовать забить, и так и получилось. Поэтому обидно. Было ясно, что публика будет за него, это не сюрприз, но это было как обычно или сегодня было особенно раздражающе? На самом деле, если честно, наоборот, даже выходя на корт, я такой, наоборот, меня, в принципе, нормально поддерживали. Там, как и во всех других матчах, даже не с итальянцами, были на первом ряду какие-то люди, там, кричали оскорбления и все такое, я немножко на это, скажем так, отреагировал в какие-то моменты. А так, наоборот, публика, я считаю, была действительно хорошая атмосфера и, скажем так, не какая-то... Я играл в намного атмосферах, которые больше тебя стараются вывести из себя. Тут все было нормально, я говорю, кроме некоторых каких-то людей, но стадион там сколько-то тысяч, а это там 10 людей. Музетти сейчас в лучшей форме в своей жизни. Что главное ты заметил в его игре? Чем он отличается от того, каким был раньше? Он очень хорошо играет на грунте. Я считаю, что он всегда хорошо играл на грунте. Вопрос в том, почему он там раньше, может быть, не выходил в финале мастерсов на грунте, но я с ним не играл, поэтому мне тяжело ответить на этот вопрос. А сейчас это топ-игрок, он сыграл финал, полуфинал, и то с Драпером был близкий матч, и здесь он в четвертьфинале, поэтому, скажем так, на харде я чувствую, что я знаю, что я могу ему противопоставить, как, скажем так, чтобы ему было неудобно. На грунте я этого не могу, поэтому я стараюсь играть с какими-то другими вещами, но в итоге это складывается, что во всем матче у меня будет чуть больше моментов, где я, скажем так, просяду, а он нет, поэтому топ-игрок и красава. Да, но несмотря на поражение, ты показал хороший теннис на этом турнире. Насколько, по твоему мнению, еще можешь прибавить? Тяжело сказать, потому что если брать уровень тенниса, то я играю хорошо уже какое-то время, но, скажем так, в спорте важны победы, и поэтому тут как бы есть только два, скажем так, способа. Это продолжать еще наращивать этот уровень тенниса, который я считаю, что у меня уже очень хорош, и стараться где-то забрать эти матчи, победы, уверенность где-то, может, чтобы там повезло чуть больше, чтобы набрать форму, набрать ход, потому что теннис уже недалеко или даже уже тут, осталось побеждать. Последний вопрос. Теперь все внимание на Ролан-Гаррос. Честно говоря, ты выглядишь готовым. Посмотрим. Как бы тут, с одной стороны, я проигрываю топ-игрокам, и кто его знает, может, Лоренцо здесь там опять выйдет в финал или выиграет турнир. Рут в Мадриде выиграл.
Но, с другой стороны, если хочешь хорошо сыграть на Ролан Гарросе, в третьем-четвертом круге кто-то из таких людей может тебе попасться. Поэтому никакого, скажем так, секрета нет. Нужно продолжать тренироваться, стараться играть еще лучше. Все не так плохо, но могло быть лучше. Спасибо, удачи. Спасибо.